В маленьком американском городке Дэвид живет со своим жестоким отцом Уильямом, но без матери, которая оставила их, когда ему было 5 лет. В школе Дэвид любит тусоваться со своей возлюбленной Милли, девушка, которая мечтает путешествовать по всему миру. Дэвид знает об этом, и однажды он дарит Милли снежный шар с Эйфелевой башни внутри. Милли это нравится, но этот момент прерывает Марк, который дразнит Дэвида за то, что он придурок, и бросает снежный шар на середину замерзшего озера. Дэвид полон решимости вернуть его, но когда он идет по льду, он не выдерживает его вес и ломается. Замерзшая вода захватывает мальчика и вызывает у него панику до такой степени, что он внезапно исчезает из озера только для того, чтобы появиться в библиотеке. Напуганный Дэвид решает игнорировать то, что только что произошло, и пойти домой. Уильям немедленно начинает кричать на Дэвида за опоздание, поэтому Дэвид прячется в своей комнате, запирая дверь. Яростный Уильям начинает толкать дверь, и когда он собирается ворваться, Дэвид исчезает и попадает снова в библиотеку. Наконец, признав, что у него есть сверхспособности, Дэвид возвращается домой и хватает свои сбережения и убегает, чтобы начать новую жизнь. Но сначала он заходит к дому Милли, оставив снежный шар, чтобы она знала, что он жив и здоров. Далее Дэвид переезжает в город и снимает темную комнату в мотеле и начинает проверять свои силы. Первые несколько раз он врезался в дерево, но в конце концов ему удается разобраться в этом, рассматривая фотографии мест, которые он хочет посетить. Его первый визит в Empire State Building, где у Дэвида остались теплые воспоминания о его жизни. Когда он чувствует себя готовым, Дэвид посещает банк, чтобы получить представление о том, как он выглядит внутри, а вечером он телепортируется внутрь хранилища, чтобы украсть все деньги. Пока Дэвид празднует в его маленькой комнате, банк обнаруживает ограбление, и появляется Роланд, притворяющийся сотрудником АНБ. У него есть опыт подобных случаев, и он знает о существовании джамперов. На самом деле он уверен, один из них сделал это. 8 лет спустя Дэвид живет лучшей жизнью. У него роскошный пентхаус в Нью-Йорке, наполненный дорогими предметами, и такой хороший контроль над своими силами, что он использует их только для того, чтобы добраться до кухни. Его стены полны фотографий достопримечательностей, которые позволяют ему легко телепортироваться в любую точку мира, чтобы провести день, например, устроить пикник на вершине Сфинкса. Однажды вечером он появляется в Лондоне и заходит в паб. Эту небрежность замечает Гриффин, но Дэвид ничего не говорит и просто уходит с девушкой. Тем временем джампер телепортируется посреди тропических джунглей только для того, чтобы попасть в сеть проводов, которые не дают ему снова телепортироваться. Эту ловушку устроили Роланд и его люди, они называют себя паладинами и выслеживают телепортов. Роланд без колебаний убивает парня, а затем получает звонок по поводу их следующей зацепки. Несколько мгновений спустя Дэвид возвращается в свою квартиру и находит там Роланда. Дэвид пытается пнуть его, но Роланд в ответ ударяет его специальной дубинкой, которая бьет его током, которая не позволяет Дэвиду телепортироваться дальше, чем на несколько футов внутрь квартиры. После этого Дэвиду удается телепортироваться в потайную комнату в его стене. Роланд следует за кабелем и начинает ломать стену, но Дэвид хватает кучу денег и телепортируется. Не сдаваясь, Роланд смотрит фотографии и отправляет его людей туда. Он также просматривает вещи Дэвида и находит старую фотографию Милли. Через несколько секунд Дэвид появляется в своей старой комнате. Уильям слышит шум и бросается навстречу с сыном, говоря, что чувствует себя сумасшедшим и что Дэвид может приходить в любое время. Дэвид уверяет Уильяма, что он не сумасшедший, прежде чем снова исчезнуть. На следующее утро Дэвид подумывает о том, чтобы навестить Уильяма, но не может заставить себя поговорить с ним. Вместо этого он идет в дом Милли, и мать Милли шокирована, узнав, что Дэвид жив, и обнимает его. Она сообщает Дэвиду, что Милли работает в местном баре, и Дэвид направляется туда только для того, чтобы снова почувствовать себя трусом, как только он видит Милли постарше. Дэвид пытается уйти, но его замечают, и он сталкивается с Марком, который сразу узнает его и начинает задавать вопросы. Его слышит Милли, которая рассказывает, что видела Дэвида, когда он прибыл, и ждала, что он скажет что-нибудь. Это вызывает у Марка зависть, и он пытается напасть на Милли, заставив Дэвида ударить его за это. Это вызывает драку, которая заканчивается снаружи, давая Дэвиду шанс протолкнуть Марка через забор и телепортировать его, пока никто не смотрит. Они появились внутри банковского хранилища, которое ограбил Дэвид, и Дэвид угрожает Марку еще худшим, прежде чем исчезнуть, оставив Марка в хранилище в качестве наказания. После этого Дэвид возвращается в бар и, наконец, говорит с Милли, которая отказалась от мечты о путешествии, потому что ей пришлось
пришлось столкнуться с реальностью. Дэвид говорит ей, что работает в банковском деле и предлагает ей поехать с ним в Рим, что Милли очевидно принимает. Это подслушивает Гриффин, который каким-то образом в баре тоже. Тем временем Роланд приходит в полицейский участок, притворяясь сотрудником ЦРУ, и бьет детектива, когда ему не верят. Затем он допрашивает Марка, говоря, что он верит его безумной истории о телепортации. Обрадовавшись, что нашел союзника, Марк рассказывает Роланду о Дэвиде и Милли. Роланд немедленно вызывает своих людей, чтобы отправить их в Италию. Несколько часов спустя Дэвид и Милли приезжают в Рим и селятся в очень роскошном отеле. Милли с подозрением относится к настоящей работе Дэвида, но он клянется, что не лжет. После они покидают отель, чтобы насладиться красотой Рима, пока Гриффин наблюдает за происходящим издалека. В конце концов, Дэвид и Милли пытаются войти в Колизей, но он уже закрыт. Пока Милли отвлекается, Дэвид телепортируется внутрь, чтобы открыть боковую дверь, и делает вид, что нашел это таким. Пара бродит вокруг и наслаждается историей, стоящей за этими видами. Дэвид проделывает тот же трюк всякий раз, когда они находят запертую дверь. В нижней части он натыкается на Гриффина. Дэвид пытается игнорировать его, но Гриффин внезапно телепортируется перед ним и обнаруживает, что телепорты есть по всему миру. Гриффин ругает Дэвида за то, что тот втянул в это дело не телепорта. В этот момент паладины входят в Колизей и начинают гониться за ними. Дэвида тут же бьют дубинкой, и он не может пошевелиться, но у Гриффина больше опыта в трюках этих ребят. Он телепортируется за секунды и быстро сбивает их по одному. Затем он рассказывает Дэвиду об организации паладинов, прежде чем исчезнуть. Внезапно появляется сотрудник Колизея и кричит о помощи, поэтому Дэвид прыгает в раскол, оставленный Гриффином в результате телепортации, позволяющей ему найти тайное убежище в пустыне. Яростный Гриффин напоминает ему, что он оставил Милли одну, и Дэвид тут же отпрыгивает назад, чтобы вытащить Милли из здания. К сожалению, полиция ждет снаружи и арестовывает их. 8 часов спустя полицейские пытаются допросить Дэвида, хотя и не могут арестовать их до прибытия магистрата посольства США. Этим судьей оказывается Мэри, которая освобождает Дэвида от наручников и говорит ему бежать, прежде чем придут новые паладины. Дэвид пытается пойти за ней, чтобы потребовать объяснений, но на его пути встает полицейский, поэтому Дэвид телепортирует его в Египет в качестве наказания. Затем Дэвид возвращается в участок и говорит Милли, что полицейские позволили им идти. Милли не верит, что это может быть так просто, но Дэвид просит ее довериться ему и отвозит ее в аэропорт. Не понимая, зачем они бегут, если вроде бы все в порядке, Милли требует объяснений. Дэвид показывает ей все деньги в своей сумке, но не дает ни копейки, говоря, что они больше не могут быть вместе. Чувствуя себя преданной, Милли улетает обратно в ее родной город одна. Тем временем команда Роланда звонит ему и сообщает, что они потерпели поражение, как будто кто-то знал, что они придут. Затем Роланд навещает Уильяма, который делает вид, что не видел своего сына 8 лет. Уильям также говорит, что даже если он и увидит Дэвида, он не расскажет полиции, что не нравится Роланду. Несколько мгновений спустя Дэвид появляется в убежище Гриффина и узнает, что Гриффин выслеживает паладинов, чтобы убить их. Оказывается, паладины делали это на протяжении веков, и они несут ответственность за такие вещи, как Инквизиция. Гриффин отмечает, что если они не смогут поймать телепорта, они нападут на его близких, что заставляет Дэвида волноваться. Милли сейчас в безопасности, потому что ей предстоит долгий перелет. Поэтому Дэвид телепортируется в свой старый дом и шокирован, увидев Уильяма мертвым на полу. Горе не позволяет Дэвиду здраво мыслить, и он телепортируется. Уильяма госпитализируют, но врачи ничего не могут сделать, чтобы его спасти. В ярости Дэвид уходит в полицейский участок и угрожает Марку, пока тот не признает, что это он все рассказал Роланду об их родном городе, включая чувства Дэвида к Милли. Дэвид понимает, что должен поймать Роланда, прежде чем Милли приземлится в США. Он телепортируется в убежище Гриффина, чтобы попытаться украсть его информацию про паладинов. Гриффин не позволяет ему, объясняя это тем, что в отличие от приспешников, Роланд слишком опасен. Это заставляет Дэвида думать, что им следует объединиться, чтобы победить его, но Гриффин отказывает ему, говоря, что он предпочитает работать один. Затем Гриффин телепортируется в Токио, и Дэвид следует за ним, продолжая беспокоить его. Гриффин предпочитает украсть машину, чтобы развлечься, и приводит Дэвида с собой, показывая ему, как он может заставить машину телепортироваться по дороге. Дэвид никогда не прыгал с чем-то настолько большим, и Гриффин признается, что когда-то знал парня, который пытался телепортировать целое здание, но погиб при этом. После того, как Дэвид просит об этом в миллионный раз, Гриффин соглашается объединиться, если только Дэвид больше не будет его доставать. После этого они вдвоем телепортируются в аэропорт, но уже слишком поздно. Милли уже приземлилась и ушла. Дэвид идет в бар, чтобы спросить о ней, и официантка сообщает ему, что Роланд тоже спрашивал о Милли.
Далее Дэвид телепортируется в квартиру Милли и испытывает облегчение, обнаружив, что с ней все в порядке. Милли не хочет его видеть, но Дэвид слышит приближение паладинов, поэтому он начинает во всем признаваться, телепортируясь, чтобы схватить снежный шар с полки, чтобы доказать это ей. Это пугает Милли, и она пытается убежать, поэтому Дэвиду не остается другого выбора, кроме как схватить ее и отвезти ее в убежище Гриффина. Это приводит Гриффина в ярость, потому что он знает, что у паладинов есть машина, которая позволяет им открывать червоточины, оставленные телепортами. В это время Роланд и его люди прибывают в квартиру Милли и делают именно то, чего и опасался Гриффин. Пока они ждут, чтобы червоточина открылась, мальчики прячутся, и Дэвид обнаруживает, что исследования Гриффина включают в себя его собственную мать, потому что Мэри тоже паладин. В этот момент прибывает Роланд и захватывает Дэвида. Когда он собирается убить его, Гриффин вмешивается с огнеметом и начинает сражаться с Роландом. Чтобы противостоять использованию технологий Роландом, Гриффин телепортируется в город, чтобы захватить автобус и чтобы он упал на Роланда. К сожалению, с Роландом все в порядке, поэтому Гриффин использует снова огнемет, чтобы столкнуть его обратно в червоточину, затем он следует за ним, чтобы продолжить бой в квартире Милли. Тем временем Милли перерезает провода, чтобы спасти Дэвида, и заставляет его пообещать, что он оставит ее одну после того, как отвезет ее домой. Дэвид соглашается, но также признается, что она была его любовью с детства. Этот момент прерывает Гриффин, который возвращается с машиной паладинов, думая, что за ними больше не будут следить. Однако Роланд использует червоточину от прыжка Гриффина, чтобы запустить крюк, который захватывает Милли и доставляет ее в квартиру. Дэвид хочет спасти Милли, но Гриффин начинает готовить бомбу, чтобы взорвать квартиру и убить всех паладинов раз и навсегда, не заботясь о том, что Милли тоже умрет в процессе. Не желая терять Милли, Дэвид хватает бомбу и бросает ее в Колизей. Гриффин немедленно следует за ним, и они двое начинают драться из-за детонатора, телепортируясь по всему миру. В конце концов, они добираются до вершины Empire State Building, и Дэвид бросает детонатор прочь, и им придется прыгнуть за ним. Начинается новая серия прыжков, и Гриффин телепортирует грузовик, чтобы сбить Дэвида. Они телепортируются до поля боя в Чечне. Не обращая внимания на войну вокруг себя, Гриффин достает детонатор, но в этот момент Дэвид прыгает на него и прижимает к пилону, чтобы на некоторое время удержать Гриффина в ловушке. После этого Дэвид телепортируется в квартиру Милли и находит ее привязанной к стене. Как только он попытается ее спасти, Роланд нападает на него с дубинкой. Тогда Роланд готовится убить его, но Милли извиняется за то, что все неправильно поняла, и это дает Дэвиду необходимую поддержку. Внезапно вся комната исчезает из здания и телепортируется в середину реки. У Дэвида под водой кружится голова, поэтому Милли плывет к нему, чтобы он снова телепортировался в старую библиотеку. После того, как Милли будет Дэвида, он замечает, что Роланд все еще здесь. Он телепортирует Милли в безопасное место, прежде чем прыгнуть на Роланда, телепортируя его в изолированную пещеру посреди Гранд-Каньона. Перед уходом Дэвид отмечает, что он хороший человек, потому что он мог бы оставить Роланда с акулами. Много дней спустя Дэвид следует за подсказками о своей матери в дом в заснеженной местности. Он обнаруживает, что у Мэри здесь новая жизнь с дочерью, и Мэри признает, что оставила его, потому что она знала о его силах. Мэри отказывается оставить свою работу паладина и обнимает его, объясняя, что она любит Дэвида. Дэвид уходит, когда он признает, что его мать – враг, и встречается с Милли, которая уезжает с ним в более теплые места.